Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Я тут начала упаковывать игрушечки и подумала, почему бы не заснять все это дело, потому что я сейчас игрушки, которые я уже доделала, в общем, отвезу в магазинчик. И у меня просто не будет другого времени, чтобы их показать. Ну, этого малыша вы видели. Хочу показать, вот купила такие небольшие пакетики, как я и хотела. Хотела, конечно, с ручками, но нет таких маленьких с ручком. Есть либо с донышком вот таким вот, да, квадратным, чтобы можно было что-то поставить, либо этого донышка нету. Ну, в общем, набрала там маленьких пакетиков. Думаю, это не особо интересно, просто там разного размера они. Вот. Кстати, такие пакетики есть с окошком, знаете, наподобие как чай упаковывают, наверное, либо, может быть, какие-то сладости. И у меня под видео спрашивали, где я покупаю коробочки, пакетики. Так вот, такую бумагу, да, упаковку можно купить либо в магазине «Упаковка». Я думаю, таких много есть в разных городах. Прям упаковка, и там ленточки продаются, наклеечки, вот все-все-все для упаковки подарков. Либо можно в каком-то кондитерском магазине. Там, в общем, тоже такое все есть. Знаете, хотела вот так вот степлером переделать, как я обычно это делаю. Но дочка у меня взяла степлер еще до каникул. И, в общем, больше мы его не видели. Найти его не можем. Поэтому я тут придумала такое решение. Ну, дырокола там у меня тоже нету. Наверное, надо будет приобрести. Ну, в общем-то, стоп. У меня есть кое-какой дырокол. Сейчас. Я тут вспомнила, что покупала дочке вот такие вот... Ну, не знаю, как их называют. Штампы, наверное. Или... Ну, может быть, и дыроколы. Ну, в общем, они вот в таком вот виде. Сердечко и снежинка. Это я с Алиэкспресс заказывала. Там еще ножнички всякие были, но я что-то этот момент забыла. Так, и хочу попробовать. Я вообще хотела иголкой просто, ну, проделать дырки и ленточку завязать. Ну, вот попробую таким образом сделать. Так, мне надо вот так. Угу, не получится, будет вверх ногами, да? Ну, да ладно, пусть будет вверх ногами. Так, не особо-то мне это помогло, конечно. Слишком, наверное, толстая. Да. Ну, в общем, только пакет испортил. Я, наверное, все-таки переделаю. Вам слышен этот звук? Это у нас град пошел. Снег растаял. Ну, как-то так. Все, остается такая упаковочка. К сожалению, у меня закончились наклеечки. Спасибо за заказ. И такие вот handmade. Надо будет заказать. Ну и, в общем, вот такая вот упаковка. Так. Вообще я подключилась
показать не упаковку, а то, что я связала уже вот этих вот малышей. Это такие ангелочки, амурчики к 14 февраля. Но, в принципе, я думаю, и так это просто миленький такой подарочек. Не обязательно прям именно к Дню Святого Валентина. Вот такой вот малыш. Я оформила его совсем не так, как у автора. У автора там 2 лямочки, и вот здесь вот посередине бантик. В общем, ставлю сейчас вам фотографию, как он у автора выглядит. Вот. А у меня получается вот такой вот малыш. Я хотела вот сюда пришить другую пуговичку. Вот. Хотела пришить вот такое вот сюда сердечко. Но подумала, что потом он именно будет вот к Дню Святого Валентина и все. Ну, как бы как-то символизировать будет это сердечко, что это именно Купидон. Ну, а так вроде как просто ангелочек. Поэтому не стала эту пуговичку сюда прицеплять. Так, покажу еще поближе. Вот такой вот хорошенький. Паричок пришила, все я попришивала. Ножки тут вот стянула, они теперь более ровные. И второй малыш вот такой вот рыженький. А тут уже у меня молочные крылышки, как я показывала в предыдущем вязоблоге. Мне, в принципе, нравится, как это все выглядит. Неплохо. Просто вот здесь вот как-то штанишки светленькие, лицо светленькое, а как-то вот, ну, вот эти не подходили. Вот. Я немножко по-другому здесь оформила глаза, буквально на 1 рядок. И уже вот у этого мне больше нравится, что они вот так пониже, ну, посажены, да. Вот здесь вот повыше, и знаете, он как будто вот так в небо смотрит, а этот вот прямо. Теперь, если буду вязать, то вот буду вот так делать глазки, чуть-чуть ниже. Вот такая вот прическа. И знаете, я крутила паричок, здесь есть как бы перед, зад, да, у паричка, где начало. И пришила, вот здесь вот у меня идет как бы, ну, вот такая смена тут вязания. Вот, но это, в принципе, только я вижу. Ну, вот так, наверное, не видно. Я еще крутила, думаю, что шовчик там сзади было, все, и прям спереди его пришила. Ну, кто не знает, там никто не будет разглядывать все это дело, там высматривать. Это уже такие мои бзики. Ну, просто видите. Должно быть вот так все ровненько идти, а вот этот вот шовчик вот там сзади, его не было бы видно. А он у меня вот здесь. Ну, это такая чепуха. Вот. Такие красавчики. А сегодня они у меня поедут уже на полочку. И, надеюсь, до 14-го продадутся, я еще свяжу. И, знаете, хотела к ним связать еще брелочки, такие вот сердечки. Но вчера уже был вечер, и, ну, узнала, что вот сегодня, в субботу, муж их повезет. Поняла, что я этих хлопковых не успею связать. Посидела, погоревала, думаю, ну ладно, пусть они так поедут. А потом чего-то меня там стрельнуло в голову. Я вспомнила, что у меня есть красный моточек плюша. Быстренько нашла в интернете, в ютубе, мастер-класс на сердечко. И вот такое вот сердечко связалось. Оно, конечно, большое, но оно подойдет мне. Просто хотя бы фотографию сделать для Инстаграм. Конечно же, я связала не одно, а целых 3. На одно сердечко у меня ушло 17 грамм плюша. Повешу здесь карабинчик, и пусть будет просто брелочек. Ну, а изначально сейчас я вот фотографии сделаю. Какие-нибудь вот такие красивенькие. Вот. Вот такие вот у меня готовые работы. И хочу показать такой спойлер. Я начала еще одного. Не знаю, мне так они понравились. Ну, это, знаете, как навяжусь, и либо как увижу, что их не покупают, так и брошу. Вот. Будет у меня еще вот такой вот желтенький. Прям хотела яркого желтого, но потом подумала, как-то вот
не то будет, наверное. Жалко, я уже попришивала парики, чтобы я вам примерила, показала, как это выглядит. Вот. Но я тоже думаю, будет хорошо смотреться. И, наверное, сделаем шортики какие-нибудь розовенькие или что-то такое. Что такое нежненькое свяжу. Вот. Вот такие у меня дела. Сейчас буду быстренько все это упаковывать. И отвезу в магазин. Надо там собрать гномов скандинавских. Кстати, гномы мне не продались. Тигры продались, а гномики нет. И малыши в шубках тоже не продались. Но мне все равно понравилось их вязать. Вот. На сегодня это все. Увидимся в следующем подключении. Снова всем привет! Подключаюсь к вам с новыми новостями, с новыми продвижениями, начинаниями. В общем, новость такая. Хотела я снимать мастер-класс. Извиняюсь за посторонние шумы. Это у нас идет снег и сразу падает он с крыш. Вот, может быть, что-то повырезаю, но бывают такие моменты, которые не вырежешь. В общем, я хотела снимать мастер-класс, продолжить вязать игрушечки по своей схеме. Как тут нежданно-негаданно пришел ко мне заказик. Заказ у меня пришел от постоянно моей покупательницы, так сказать. Ну и кто давно на моем канале, тот уже догадался, какие игрушечки я буду вязать. В принципе, она заказывает практически одни и те же. Вот. Это будут лягушечки. Заказик такой небольшой, не маленький, ну, относительно. Мне нужно будет 3 лягушечки, 3 коалы, пончики и котиков. Я уже начала вязать. Так, сейчас вам покажу. В общем, у меня здесь уже головки связаны. Заготовки на пончики у меня уже были. Ну, я знала, что они пригодятся. Вот такие вот заготовочки. Нужно только, ну, в общем, довязать верхнюю часть. Вообще, по лягушкам у меня связаны уже все детальки. У меня есть вот 3 пузика вот таких вот. 6 глазок. В общем, все готово. Даже вот эти вот щечки. Ну, вот в таком виде. И 3 тела я тоже связала, но не знаю, возможно, я сделала ошибку. Я вязала уже вечером и не хотела идти шелестеть холофайбером. Вот. И вязала вот таким вот образом, не наполняя. Обычно я сразу вот наполнила ножки, потом тело наполнила, и все так вот постепенно вяжу. Но не знаю, что там на меня нашло. Я видела, что девочки так вяжут. И, ну, в общем, тоже так связала. Выглядит это, конечно, так вот интересно. Знаете, как в мультике царевна сбросила свою шкурку. Вот. Очень надеюсь, что будет удобно наполнять. Ну, по крайней мере, сделала выводы, что больше так не делать. Ну, поленилась, в общем, пойти. Поэтому так вязала. Здесь еще нужно воротничок связать и все собрать. Ну, как бы работы немало, ну и немного, уже больше половины сделано. Ну, скажу сразу, я давно не подключалась. Потому что у меня еще есть вот такие вот продвижения. Связаны уже заготовки на коал. Так. Все как обычно. Я тут запутала.
В общем, вот такие вот головешечки. Ну, я еще не закрытие, ничего не делала. Вот эти вот две я связала вчера. Ну, получается, до половины одну связала, и на следующий день еще одну и вторую половину. Вот столько у меня получилось за день связать. Такие заготовки. И мне повезло, у меня есть одна уже готовая, по которой я снимала мастер-класс. Также повезло, что я все вязала с одного моточка. Это был 100-граммовый моток Alize Cotton Gold. И получается, на коалу уходит грамм 20, ну 20 там может с копеечками. И в общем у меня как раз хватило на этих коал, и еще там осталось, наверное, на одну. В общем, нужно вот таких вот малышей связать. Мастер-класс на эту коалу есть у меня. Я вам оставлю ссылочку на всякий случай, если вдруг понравилось. И очень надеюсь, что я вам еще покажу, как связать спицами бактус. Скорее всего, это не совсем будет актуальное видео, но постараюсь снять. Если не буду особо там спешить, то я думаю, сниму. Ну, в общем, я думаю, в принципе, он же подойдет не только коале, и всем другим игрушкам, которые по этой схеме. Поэтому, в общем, если получится, я сниму. Ну, если нет, то нет. Потому что мне нужно будет 3 бактуса вязать, и я думаю, что вот как раз-таки на третьем мастер-классе должен получиться. И здесь у меня еще все детальки тоже. 4 ушка. Вот. Мордочки, пузики, все есть. Вот я сложила в пакетик, чтобы оно не вымазалось, потому что вот белые детали есть. Все-таки, пока я довяжу, там может и запылиться, где-то пыль присесть. Ну, в общем, белые части я, как сказать, оберегаю, да. Ну, в общем, стараюсь все это спрятать. Ну, так рассказываю, что прям вымажется, как будто... В общем, ладно. В общем, вот такие у меня продвижения на сегодняшний день. Мне осталось теперь связать 6 котиков. Благо, у меня тоже уже есть вот такие вот заготовочки. И одного котика я уже связала. Вот такого вот интересненького, яркого. Вот. Будет у меня сегодня день котиков. Не знаю, сколько я сегодня успею, но я уже засекла, что одного котика я вяжу ровно час. Ну, в общем, вот эта вот вся деталька у меня 50 минут вышла, и я думаю, что, ну, за 10 минут я сделаю утяжки и пришью хвост. Вот. Поэтому округлила. На котика уходит час. Кто-то в видео говорил, что очень долго вяжутся эти котики. Ну, вот я как раз-таки засекла, что нет, недолго. Я продаю таких котиков по 300-350 рублей. Ну, в общем, смотря где я их продаю. Вот. И я думаю, за час как бы 300 рублей вполне очень даже хорошая цена. Ну, для меня. Для вас может быть мало, много. Вот. Ну, знаете, я... Как сказать? Вот если я выйду на работу, то час моей работы будет оплачиваться в 100 рублей. Я до этого работала в магазине продавцом. До этого. Ну, последнее место моей работы. Вот. И там у меня вот 5 лет назад было час работы 75 рублей. Ну, пусть сейчас там, может быть, цена поднялась. Вот, будет 100 рублей, да? Ну, в общем, вы поняли. Не особо там у меня была выгодная работа. Вот такие вот дела. Вот такие вот продвижения. Кстати, я уже завела новый блокнотик. Буду здесь писать свои игрушечки. Вот я уже начала здесь писать. И что у меня вот январь, елочка, уточки, котики, жирафики. Единорожку уже сюда записала, потому что, ну, я ее все равно свяжу. Там только локоны осталось мне связать. 2 ангелочка, сердечки. Ну, а эти по заказику я еще ничего не записывала, потому что не связала. Вот.
новенький блокнотик. Новый год, новый блокнот. Ну, потому что тот уже совсем в непригодность пришел. Вот такие вот дела. Думаю, что следующее подключение будет завтра или послезавтра. Я хочу все быстренько это довязать, оформить и отправить. Не хочу задерживать, потому что, ну, в общем, мне заказы не дают вязать то, что я хочу. Поэтому я решила их быстренько извязывать. Вот. Не разбавлять никакими своими процессами. Быстренько связать, отдать и забыть. Вот. Потому что, ну, грех отказаться от заказа. Я бы, знаете, еще взяла бы на заказ кучу-кучу зайчиков. Сейчас вот будет год зайчика. Ну, в смысле будет. Следующий уже девочки все кучу начали вязать зайчиков. Я тоже думаю, что надо готовиться к Новому году заранее. И буду стараться прямо вот с января, с февраля начинать вязать этих маленьких зайчиков. Потому что в том году я прохалтурила, вязала то, что хотела. И, ну, можно было неплохо так подзаработать на тиграх, но, в общем, я этот момент упустила. Поэтому в этом году не хочу этот момент пропустить. Вот, потому что, ну, в общем, есть такие планы у меня на этот год. Сделать такое большое приобретение. Ну и, в общем, думаю, никому не секрет, что денежка будет не лишней. Вот. На сегодня все. Увидимся в следующем подключении. Снова всем привет! Подключилась я вам показать свои готовые работы. Смотрите, прикупила вот такую вот себе корзинку. Это я уже не знаю, какая по счету. В общем, у нас тут недалеко от меня открыли фикс прайс. И, ну, надо было же пойти посмотреть, что там продают. Кстати, очень меня удивило, что там очень чисто. Ну, понятное дело, что он новый. Ну, весь товар, знаете, по полочкам прям разложен, стопочками. Прям так интересно было и удивительно. Ну, как бы ничего там не присмотрела, кроме вот этой вот корзинки. Тем более давно хотела вот такую вот беленькую и с крышечкой. Ну, в общем, все сошлось. Она, конечно, такая хлипенькая, но я в ней же ничего такого носить не буду, а мне вот именно для процессов. Для фотографии. Ну, в общем, нужна была. Связала я уже пончики. Вот такие вот. 2 розовеньких и фиолетовенькие. В этот раз всего 3 штучки, не 10. Повесила им уже карабинчики. Ну, в общем, все как обычно. Мастер-класс на такие пончики есть у меня в Инстаграм. Ну, там не видео, конечно, а схема. Ну, я думаю, там и по картинкам справитесь. И связала очередных котиков. Вот таких вот. Ну, котиков, наверное, уже все связали. Кто только хотел и не хотел. Все они разные. У кого-то мордочка вот такая вот желтенькая, у кого-то беленькая, у кого-то потемнее. Ну, в общем, старалась по цвету, знаете, чтобы, ну, сочеталось. Вот так. Вот такой вот двухцветный. И розовенький. Вот. Поедут малыши отдыхать в Сочи, ближе к морюшку. Так, это не все.
Я также довязала уже лягушечек. Вот такие милашки. Вот. Ну и, конечно же, коалы тоже у меня уже готовы. Вот. Вот такая вот красота. Вот такие вот лягушечки. Вязала в этот раз крючком 2,25. Повторюсь еще раз. В общем, перешла на крючок побольше. Все переходят на поменьше, а мне пришлось перейти на побольше. Да, есть такой вот момент. Ну, а вот этих вот коал мне пришлось вязать крючком все-таки номер 2, потому что здесь ниточка потоньше. Это Alize Cotton Gold. Ну и плюс у меня одна коала уже была связана. Поэтому, ну, чтобы они не отличались, мне пришлось вязать меньшим крючком. Мне кажется, они вообще не отличаются. Я, знаете, все вот четко как бы по инструкции их делала. У всех одинаково, в общем, детали связаны. Ну, понятное дело, все по одной схеме. У всех отсчитала 10 столбиков от глаза. Ушко приделала, считала, где вот у меня мордочка, что вот по глазику. И, в общем, всех-всех одинаково пришивала. И, я думаю, одинаково получились. Кстати, по поводу бактуса. Вот такой вот бактус. Я что-то не подумала, я же его вязала спицами. И не знаю, вяжете ли вы спицами или нет. И вообще, ну, может быть, оно и не нужно. Я тут думала, как бы мастер-класс записать, а потом подумала, наверное, надо у вас спросить, нужен он или нет. Потому что, ну, как бы, наверное, не все вяжут спицами у меня на канале. И я не знаю, нужен он или нет. Ну, в общем, я пока не снимала мастер-класс. Вязала уже вчера вечером. Связала весь заказ, думаю, вот, молодец, я справилась, все. Хотела идти уже отдыхать. А потом думаю, стоп, чего-то не хватает коалам. И вот бактус уже перед сном довязывала. В общем, знаете, вы напишите, нужен ли этот мастер-класс по бактусу. Ну, в принципе, тот, кто вяжет спицами, тот знает, как это связать, да, то, что здесь прибавки. Остальные, наверное, могут крючком связать. Ну, в общем, если напишите, что надо, значит, сниму. Если нет, то, ну, не буду я тратить на это время. Ну, как бы, зачем снимать то, что вам не нужно. Вот. Кстати, когда я вязала лягушечек, я приловчилась, как вязать много одинаковых, и чтобы они не отличались. Может быть, они отличаются у меня только вот ресничками, потому что, ну, не уколешь именно в то место. И то, смотрите, мне кажется, у них вообще нет отличий. Ну да, тут жабо, может быть, не так легло, но смысл того, что все детали одинаково пришиты. Это, знаете, такой нездоровый перфекционизм, наверное. Но мне не хотелось сильно заморачиваться. Я не люблю пришивать вот эти детали. И знаете, я обычно вяжу голову, оформляю ее, а потом вот пришиваю. В этот раз я сделала все намного проще, так как здесь не нужно глазки вставлять именно в голову, а детали такие пришивные, да, с глазками. Поэтому я сначала пришила голову, у всех одинаково, вот где у меня там начинается вязание, да, головы, у всех одинаково пришила, то есть у меня получились одинаковые детали. Потом здесь вот наметила, где у меня прибавка иголочкой. Глазки вставила, тоже вот отсчитала от закрытия там 8 столбиков. Все так глазки поставляла. И прикалывала вот, как у этой лягушки приколола, так и у всех остальных приколола. И таким образом пришивала. Мне так понравилось. Я потом также могла вот по прибавке высчитать, где мне ротик вышить. И вообще так все легко, знаете, не надо было примерять там, где серединка, где мне там что сделать. Просто вот ротик вышила, потом отсчитала здесь 3 столбика, пришила щечки. И так у всех.
Да. В общем, такие вот лягушечки, коалки. Прям мне в этот раз понравилось вязать. Так, без напряга как-то вот они быстренько у меня раз-раз. Обычно я навяжу, потом мне, ну, сложно пришивать, не хочется. Мне там больше нравится просто вязать. А вот эта уже сборка, конечно, ну, от нее никуда не денешься, но оставляю на потом. И, кстати, я же вязала тело, помните, не набивала. Просто связала, а потом вот набивала. И, конечно, вот эти вот части, они не так плотно набиты, хотя я старалась там вот палочкой, да, от суши туда набить. Но все равно получились они не такие, как, ну, если сразу набиваешь, а потом вяжешь дальше. Вот. Вот такие вот у меня продвижения. Заказчице я уже фотографию отправила. Она там еще думает, может быть, что-то еще добавить в заказ. Но на сегодняшний день пока вот это вот все. На этом буду заканчивать свой вязовлог. Спасибо огромное, что его посмотрели. Надеюсь, вам было интересно. Конечно, я понимаю, что игрушечки все однотипные, но я показываю именно то, что заказывают. В общем, что вяжу в этот момент, то и показываю. Да, ну, думаю, что в ближайшее время обновлю, так сказать, свой ассортимент. Хочу немножко поменять, что-то убрать, завести отдельную страничку с наличием, чтобы было куда отправить, посмотреть людям. И уберу те игрушки, которые, знаете, мне не хотелось бы вязать. Вот, потому что, ну, бывает просят, а я не хотела бы. В общем, на этом все. Спасибо огромное за просмотр и всем пока.